Привет, коллеги! В одном из предыдущих видео, посвященном докеру, вы меня попросили показать, как подключать к сайтам контейнеризированных с помощью докера сертификаты, чтобы получать доступ к сайтам по HTTPS. Сегодня я это покажу. Сегодня будет разговор только про самоподписанные сертификаты. А если контент зайдет, то сделаю видео про получение сертификатов бесплатных от Let's Encrypt с помощью CertBot. Там немножко посложнее, чем в самоподписанных сертификатах, но не намного. На экране вы видите уже итоговый результат, то есть у меня запущен домен as.as, который я прописал в hosts на 127.0.0.1. Соответственно, я ему создал самоподписанный сертификат, выпущенный организацией as. Вот. И, соответственно, отличие самоподписанного сертификата, то, что он считается браузером небезопасным, и когда мы заходим на сайт, на домен, у которого подвязан HTTP с самоподписанным сертификатом, мы получаем такое сообщение. Откроем дополнительные, ну и перейти на сайт as. И вот, собственно, мы видим, что HTTPS работает, но он считается незащищенным. Но HTTPS работает полноценно. Все это выглядит вот таким образом. То есть вот у меня запущен докер через терминал VS Code. Тут структура некоторых файлов, которые я расскажу, как они работают. Ну и, собственно, так вот все устроено. Я сделал настройку Nginx такую, что этот же домен открывается и по HTTP. То есть мы можем смотреть и по HTTPS, и по HTTP. Вот. Ну, давайте посмотрим подробнее, что здесь как. Все просто. Ну, я расскажу подробнее. Если вы впервые у меня на канале, то должны знать, что кроме, собственно, канала Azrael Code, у меня еще есть сайт azrael.ru и GitHub, где я выкладываю исходники к видео, если они к видео нужны. Если вам хочется что-то сказать, вы всегда можете написать в комментарии. Я все комментарии читаю и по мере возможности отвечаю на каждый из них. Под некоторые комментарии я делаю специальные видео, поэтому пишите комментарии и присоединяйтесь к моим группе в Телеграме, во Вконтакте и я есть в Твиттере. Ну и вы сами знаете, не хочется вас просить, но подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Дизлайки вы теперь ставить не можете, но лайки все еще. Пишите обязательно комментарии. Они для меня важны, они важны для YouTube и, безусловно, мотивируют делать контент дальше. Ну а теперь поскакали. Структура. У меня есть папочка, которую я как-то назвал, в данном случае Docker Nginx SSL. В папочке лежит Docker Compose файлик, в котором, собственно, вся структура. Я выкинул по сравнению с предыдущим видео про докер все лишнее, оставил только Nginx. Соответственно, у нас не будет ни PHP, там, ни WordPress, ни фласков, ничего не будет. Здесь будет только Nginx, который будет отдавать HTML-странички как статику. Ну, вот. Убрал все лишнее. Добавил единственное в структуру контейнер name. Это не обязательно. Его можно выкинуть и все будет работать. Но обязательно нужно добавить открытым 443 порт. Собственно, порт для HTTPS запросов вот, у нас должен быть в службе открыт. И я билдю контейнер из папки Nginx, в котором у меня есть докер-файл, в котором я описываю, как я буду создавать image для последующего контейнера. Также у меня здесь есть настройки Nginx, настройки SSL, ну и какая-то статика для того, чтобы что-то выводить в нашем псевдосайте. Ну, про индекс HTML я ничего рассказывать не буду. Это, собственно, то, что вы видите вот здесь вот. Вы в своем случае напишите что-то другое, очевидно. Docker Compose файлик, я про него рассказал. Повторюсь, вот это вот контейнер name можно выкинуть. Я его здесь вставил только для того, чтобы получить доступ внутрь контейнера вот таким вот образом. Ну, чтобы покороче имя контейнера было и легче туда было заскочить. Это мне нужно лишь для того, чтобы дальше показать вам содержимое контейнера, когда у нас уже будет сгенерированный сертификат, ну, типа, где они лежат и вот это все. Ну, вот, то есть в рабочем режиме это все не нужно. Это просто типа для дебага. Вот, то есть это нам не очень-то нужно сейчас. Вот. Конфа Nginx тоже максимально упрощена. По сути, мы здесь слушаем 80-й порт для HTTP запросов, 443 для HTTPS запросов, указываем серверный, ну то, что я прописал в hosts as.as, и рутовая папка для нашего домена. Вот. И, собственно, здесь вот идут три строчки. Это настройки HTTPS. Здесь у нас include идет SSL параметров.
это вот этот вот файлик, он описывает некоторые настройки SSL, они могут отличаться, вот, то есть не обязательно вам брать именно такой файлик, который я вам здесь показываю, можете взять любой другой, как-то настроить по-своему, вот, в некоторых случаях там бывает необходимо настроить этот файлик по-другому, вот, тут как бы должен быть баланс от того, насколько высока защита и насколько вы готовы пожертвовать частью своих пользователей. То есть, если у пользователя старый браузер, то при некоторых настройках он не будет открывать ваш сайт, вот, или приложение. То есть, если у вас большой пул пользователей, вы точно знаете, что у вас будут какие-то пользователи с устаревшим оборудованием, вот, то с настройками HTTPS, возможно, придется по-другому. По большому счету, все это копипаста из просторов интернета. Вы ее увидите во многих сайтах в качестве примеров настройки SSL Params. Вот. Можете взять ее, можете сгенерить свою, можно поглядеть, можно что-то изменить. Вот. По большому счету SSL Protocols в основном меняет и резольверы. Настройки SSL Params, они не специфичны для самоподписанных сертификатов, то есть вы делаете просто настройки с SSL, но используете эти настройки уже с самоподписанными сертификатами, с CertBot, там, с купленными Positive SSL какими-нибудь сертификатами, без разницы. То есть это чисто настройки SSL, и к самим сертификатам, ключам они отношения не имеют. Насколько правильно вы настроили ваш HTTPS, можно проверить на сайте SSL Labs. У них есть SSL-тест. Вы просто вставляете сюда ссылку, нажимаете кнопочку, они сканируют ваш сайт и выдают вам некоторую оценку. Там A+, B+, A- и так далее. Вот. Здесь много всякой интересной информации. Это не мой сайт, я вам показываю, просто там у них у теста у него есть списочек, которые там прошли тесты сайта, и вы можете посмотреть, просто ткнув на любой из них. Вот, я почему показываю SSL Labs, потому что вот то, о чем я говорил, здесь достаточно хорошо видно. Здесь есть список симуляций, то есть из каких браузеров операционных систем происходили или симулировались обращения к вашему серверу и в каких случаях что-то пошло не так. То есть, грубо говоря, в данном случае вы видите, что не получилось хендшейкнуться у IE11, у Safari 6, у Safari 7, у 8. В общем, тут достаточно много. И, соответственно, вы, когда планируете, что вам делать с вашим SSL, с HTTPS, вы можете посмотреть результаты и потом посмотреть в статистику по посещаемости. Если вы увидите, что у вас таких клиентов значительное количество, вот, вы можете перенастроить ваш HTTPS, а в частности SSL Params, чтобы, допустим, получить оценку ниже, но при этом удовлетворить большему объему клиентов. Ну, то есть тот баланс, о котором я говорил. Вот, то есть с этим, наверное, ну, пусть останется открытым. Вот. То есть мы эти настройки пробрасываем в настройки Nginx, вот, и остаются у нас, собственно, подключение сертификата и ключа сертификата. Но чтобы их подключить, нам нужно их сгенерить. Генерацией и всем самым важным в сегодняшнем видео мы будем заниматься в докер-файле. То есть мы из Docker Compose билдим наш имидж с помощью докер-файла, который лежит в папочке Nginx. Вот. А здесь есть ряд параметров, которые нужно именно объяснить. Что нужно точно сказать? Во-первых, мы генерим сертификаты с помощью команды docker run с помощью пакета OpenSSL на этапе билда имиджа. Что это означает? Это означает, что сертификаты будут созданы один раз тогда, когда вы создали имидж. То есть, допустим, вы создаете имидж и кладете его на хаб, чтобы потом использовать многократно. В данном случае я создаю сертификат на 365 дней. Вот, и он будет жить до 2022 года, до 6 декабря. А вот, я мог бы упаковать этот сертификат в имидж, выложить на Docker Hub и рассчитывать пользоваться этим имиджем долго-долго-долго-долго. Вот. Но это приведет к тому, что этот сертификат
через год просрочится. И чтобы получить новый сертификат, мне нужно будет билдить имидж по новой. По новой выкладывать его в Docker Hub. Вот. Особенно это может быть болезненно, если мы укажем days не 365, а, допустим, какой-то короткий срок, 7 дней, например. Поэтому, если вас это устраивает, то окей. Если это не устраивает, то, безусловно, есть способы генерить сертификат через entry point в докер-файле. Вот. Но это тема для отдельного разговора. Я лишь хочу обратить внимание на факт, собственно, вот этот, который присутствует в этом решении. И он, возможно, как-то вам помешает. Или наоборот поможет, не знаю. Вот. Второй момент, который нужно обратить внимание, если вы раньше с DevOps, с настройками серверов как-то что-то занимались, то вы знаете, что для установки, там, в частности, пакета OpenSSL, вот, мы используем менеджеры пакетов. Под Debian это будет у нас apt, а под Ubuntu у нас будет это APK. Вот. Так как мы используем в качестве базового имиджа Nginx на базе Alpine, Alpine у нас это облегченная Ubuntu, соответственно, мы используем менеджер пакетов APK, а не apt get, например, как есть. Ну, то есть, грубо говоря, вы можете типа там искать что-то в интернете, инструкции по настройке там, сертификатов, Nginx и все такое, и часто встречать там apt-get. Вот, в данном случае я использую APK и APK-add. То есть APK-add это то же самое, что apt-get install. Вот, то есть таким образом я устанавливаю пакеты. То есть вы можете использовать какой-то базовый имидж другой, например, чистый Debian, к примеру, и тогда вам здесь нужно будет пользоваться другим менеджером пакетов. А если вы, допустим, принципиально не используете других менеджеров пакетов, кроме apt, вы можете через APK установить apt. Вот. Но я этого все не делал, но я вам об этом рассказал. Вот. Что делать с этим дальше, решать вам. Соответственно, каждый run это у нас это слой. Чтобы сэкономить на апдейте, на OpenSSL, я разнес по двум слоям, собственно, апдейт и установку в OpenSSL, создание папки под наш сервер. Вот. И в отдельный run, в отдельный слой, получается, выделил все, что у нас связано с генерацией сертификатов. В этом моменте вот эта вот часть генерации ключа dash-param, она занимает достаточно долгое время. Каждый билд нашего имиджа это будет продолжаться достаточно долго. В принципе, наверное, можно выделить его тоже в отдельный слой, но я не стал этого делать. Вот. Ну а дальше, то есть в этой части мы генерим, собственно, сами сертификаты. Я сейчас расскажу про это более подробно. Вот. Затем мы пробрасываем настройки Nginx, то есть вот этот файлик мы пробрасываем внутрь контейнера, внутрь имиджа. И пробрасываем SSL params внутрь имиджа, тоже вот этот вот файлик. Вот, то есть у нас в имидже теперь есть и настройки Nginx, и настройки SSL, и здесь мы сгенерили для него сертификаты и SSL-ключ dash-param. Теперь подробнее про эту часть. Ну, в этой части ничего нового нету. Вы наверняка видели это во многих шпаргалках по генерации самоподписанных и не только самоподписанных сертификатов. Вот, то есть нам нужен пакет OpenSSL, который нам нужен для того, чтобы сначала, однажды при создании имиджа создать ключ dash-param. Можете погуглить, что это за dash-param. Вот, но нам в принципе, не всегда обязательно нужен, но он сильно облегчает, так сказать, работу OpenSSL. Вот, ну а затем нам нужно создать сертификат. Это один файлик у нас получится. И ключ подписи сертификата. Поэтому у нас получается самоподписанный. Здесь мы указываем полный путь, абсолютный до места, где будет лежать наш ключ. Здесь мы указываем полный абсолютный путь, где будет лежать наш сертификат. Обычно структура хранения ключей и сертификатов такая, что ключи хранятся в отдельной папке от сертификатов. Обычно здесь пишется, там, допустим, certs private /self-key. Вот. Я для простоты все это свалил в одну кучу, но это, конечно, неправильно. Вот, вот эти настройки, ну, то есть days я вам показал, это срок валидности сертификата. Вот, а остальные настройки можете погуглить в OpenSSL. Я, откровенно говоря, вообще никогда не заморачивался. Просто копипастнул когда-то где-то откуда-то все эти настройки и использую на всех проектах. Все отлично работает. Если вы когда-либо генерили самоподписанные сертификаты в нормальном сервере, то вы всегда сталкивались с моментом, когда вы запускаете вот такую вот команду или подобную. То есть это две разных команды, я надеюсь, вы понимаете. Вот. Вы запускаете, когда вот такую команду, то у вас OpenSSL
поэтапно спрашивает, там, типа, страна вашего сайта, город, там, организация и так далее. Так как мы это все генерим через докер-файл в докере при генерации имиджа, естественно, нас никто спрашивать не будет, если мы не передадим все эти параметры при запросе, то у нас сборка упадет, то есть ничего не соберется. Вот. Поэтому мы используем вот такую строку, чтобы у нас сертификаты собрались при генерации имиджа самостоятельно, ничего у нас не спрашивая. Ну, вот такая вот строка. Здесь мы указываем страну, район, город, организация, ну и так далее. Вот. Таким образом у нас генерится сертификат, который будет подписан на as-as. Повторюсь, ключи и сертификаты будут храниться в имидже. То есть они не будут пересоздаваться при каждом запуске Docker Compose, там, имиджа, созданного нами. Они создадутся один раз во время генерации имиджа и будут там храниться все время в этом имидже. Ну вот. Это такой способ, через entry point можно такое поведение изменить. Вот. Но в данном случае это вот такой способ. У меня этот контейнер уже собран, и имидж собран. Ну, давайте пересоберем, чтобы вы увидели, как это все работает. Давайте common name как-нибудь переименуем. Собрать имидж можно двумя способами, наверное, через, собственно, Docker, либо через Docker Compose. Я делаю через Docker Compose, ну, просто так проще. Вот. Делаю билд, и у нас начинается сборка имиджа. Часть у нас берется из кэша, то есть наши слои по APK update, по созданию, удалению папок у нас тоже берется из кэша. А вот OpenSSL у нас в этом слое, который я изменил, соответственно, оно пересоздается вновь. В частности, вы видите сейчас работу генерации dash-param. Вот, это ключа криптографического, который генерит нас OpenSSL. Этот процесс может быть достаточно долгим, и пока это все происходит, оно вот так вот моргает. Короче, это вы все увидите и на рабочем сервере, не только в докере. Вот. Но это обычно делается один раз. То есть dash-param сгенерили, и, собственно, все. Он там зависит что-то от оборудования или еще от чего-то. Не помню. Не знаю даже, наверное. Вот. Никогда на эту тему не заморачивался. Главное помнить, куда мы сложили этот dash-param PEM, потому что он участвует в SSH-params-conf. То есть вот здесь вот указан путь до dash-param PEM, который мы сгенерили здесь. И этот путь здесь указан. Вот, то есть сейчас у нас сборка завершена. Теперь давайте запустим наш имидж, наш контейнер, и залезем внутрь нашего контейнера и найдем наши созданные ключ и сертификат. Запускаю контейнер. Вот, он у нас запущен. Давайте откроем вновь. Смотрите, он нас по новой спросил, ну, вот эти вот нарушения безопасности, потому что сертификат новый. Вот, и видите, Egypt to as code, то есть то, как мы изменили, вот здесь вот стало common name. То есть это уже новый сертификат, который я сгенерил вот на ваших глазах. Добавляю исключение, и вот мы попали на наш псевдосайт as.code. На этом можно было бы остановиться и закончить, но давайте еще чуть-чуть. В принципе, уже можно пропустить, так сказать, задача со звездочкой. Залезем внутрь нашего контейнера, который у нас сейчас запущен. Мы видим, что он работает. Видите, вот запросы идут. Вот, давайте попробуем залезть внутрь него и найти там, собственно, эти сертификаты, увидеть, что они сгенерены на самом деле. Для этого я открою еще один терминал и воспользуюсь командой, которую я зашпаргалил вот здесь вот. То есть я возвращаюсь в терминал, вставляю. Я попал внутрь контейнера, который сейчас работает. Но так как это на базе Alpine, то у нас тут мало чего есть внутри, чтобы удобно смотреть. Я установлю Midnight Commander. Midnight Commander я установил. И давайте посмотрим. Мы складывали сертификаты в папочку ETK. Так. ETK.
Да, вот он. SSL. Сертификаты. Вот они. То есть декабрь, 7 декабря, сегодня я сгенерил 2 этих сертификата. Таким образом, все у нас работает, сертификаты вы видите, когда они были созданы. Вроде бы все, что нужно, я вам рассказал. Надеюсь, вам помогло. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Если нужно про Let's Encrypt, то я тоже сниму видео. Напишите в комментариях, нужно или, может быть, self-synced достаточно. Вот. С сердботом тоже достаточно интересно сделать. Вот. Но нужно, чтобы вы смотрели. Если будут комментарии, пожелания, ну, в общем, вы понимаете, о чем я, вот, то, безусловно, сниму. Вот. Если это слишком узкая информация, то, ну, наверное, пропустим про Let's Encrypt. В общем, короче, от вас зависит, будет продолжение или не будет, как обычно все. Вот. Так или иначе, если понравилось, пожалуйста, там, нажмите лайк. Вот. Если интересуетесь этой темой, то она в том или ином виде будет продолжаться. Докеры там всякие, настройки серверов, вот это все. Ну, вот на канале будет присутствовать, поэтому подписывайтесь. Вот. Ну и, безусловно, как обычно, мне очень нужно ваш фидбэк. Нравится, не нравится, что так, что не так. Если вы знаете, что сделать более правильно, обязательно пишите в комментариях. Разумную критику я всегда приветствую. Я сам узнаю много нового из ваших комментариев, из того, что вы мне пишете. Собственно, это часть, почему я веду вообще этот блог, потому что часто зрители знают что-то лучше, чем я, вот, и рассказывают мне об этом. Не стесняйтесь, пишите. Ну, в любом случае, спасибо, что досмотрели. До новых встреч.